Привет, 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 песеры, с вами Морж. Ну и наконец-то добрался я до игроков за номинальные контракты. Как вы знаете, обновили нам их в четверг. Вот такие игроки представлены, собственно, трансферы и клуб Icons за февраль 2023 года. Почему-то у многих людей до сих пор возникают вопросы, где брать номинальные контракты, чтобы подписывать игроков. Ребята, номинальные контракты мы получаем за прохождение матч-пасса. И за бесплатную версию мы тоже получаем номинальные контракты, но если вам нужно их больше, то стоит купить платную версию за 500 или 1000 золота. Да, опять же, у многих возникают вопросы, может, почему 500 и 1000, а у меня 250 и 500? Ребят, проблема в том, что мало кто читает условия, так сказать, матч-пасса. В первый раз, когда ты покупаешь, у тебя 50% скидка. То есть в первый раз можно купить за 250 и 500, потом всегда будет 500 и 1000. Кроме этого, там есть и золото в матч-пассе, то есть часть можно вернуть. Кроме этого, там есть контракты для игроков на 60 дней, очень ценный ресурс в нашей игре. И кроме этого, там есть, конечно, большое количество тренеров опыта, также очень ценный ресурс в нашей игре, вот, чтобы быстро прокачивать игроков. В общем, если нужны номинальные контракты, покупай матч-пасс. Если не хватает голдишки, а тебе нужно закинуть на мобилочку с российской карты, то пишешь мне в личку в Телеграме, ссылка в описании в закрепленном комментарии, я тебе с этим могу помочь. Кроме этого, там ссылка на мой Телеграм, где я публикую новости. Ну что ж, давайте переходить к набору игроков, которые у нас есть в матч-пассе, не в матч-пассе, а, конечно же, за номинальные контракты, кого бы я брал и как я бы их качал. Погнали! Итак, первый у нас новичок Баварии, это известный многим вратарь, кстати, был он у нас уже за номинальные контракты и был у нас с рейтингом 96, этот у нас всего лишь 94. Значит, прокачка здесь, я советую вам использовать автоматическую, вратари, сами понимаете, у нас это очень субъективные персонажи, у одних стоит, у других не стоит, да, я знаю, вам нравится эта фраза, вот, но могу сказать, по предыдущим его карточкам очень даже сильно его нахваливают, поэтому если вам нужен хороший, действительно надежный вратарь, то стоит обратить на него внимание. По прокачке здесь я абсолютно согласен с автоматической, вот, по-другому бы я его не качал. Дальше у нас новичок Арсенала, Джорджиньо, перешел он из Челси, значит, на максимальном прокачке будет иметь 94. И тут аж 12 статов запихнули ему в защиту. Кстати, показатели защиты у него очень даже неплохие, но при этом он как бы дирижер, он как бы распасовщик. При этом фиговая скорость и ускорение, как вы видите, прыгучесть фиговая, игра головой фиговая, то есть все-таки хорошим опорником он не будет, он все-таки больше в пас, и я бы, наверное, его использовал на позиции центрального полузащитника. Дрибла у него кое-какая есть, хороший есть пас, и при этом умение защиты я бы, конечно, качал по-другому. Защиту я бы опустил до 8 для центрального полузащитника, вот таких показателей бы хватило. При этом хотя бы на 4 поднял бы ускорение, потому что все-таки разгоняться ему придется. Дальше у нас здесь поднято аж на 7 сила удара и выносливость, и скорость. Стоит ли ее качать? Хрен его знает. Она у него как бы и так паршивая, но, ну, выносливость, кстати, 88 неплохо по выносливости. Наверное, я бы здесь до 4 опустил, 85 выносливости пойдет, сила удара ему особо не пригодится, но скорость, она как бы поганая и так, ее особо ничем не выровняешь. По крайней мере, не стоит ее равнять по 2 очка используя, это как бы дорого. Я бы закидывал лучше ему в дриблу, вот так вот поднимал бы и поднимал бы ему пас. То есть у меня получился бы он вот такой, 93 на позиции опорника, но я уверен, что на позиции центрального полузащитника, если посмотреть по другому сайту, он бы был больше, чем 94. То есть мы видим великолепнейший пас низом и пас навесом, очень неплохая дрибла, в защите поможет, да, не особо быстрый, но при этом обладает хорошей выносливостью. Джорджиньо я бы тоже вам рекомендовал. Как распасовщик на центральном полузащитнике, я считаю, что он будет очень даже хорош. Дальше у нас Жоа Фелиш, 96 на максимальной прокачке, какие-то адские ему карты делают, да, 99 он будет с сыгранностью соточкой, и вот такая вот автоматическая прокачка у него присутствует. Ничего не вброшено в прыжки в игру головой и в корпус, но они у него так хреновые, смысла не имеют, и само собой ничего не вброшено в защиту. Упор сделан на дриблу. Я бы на самом деле все-таки дриблу, ну, настолько бы прям не выкачивал. Я бы лучше дриблу оставил 8, пас поднял бы тоже до 8, вот, чтобы у него был неплохой пас навесом, то есть, точнее, пас низом, да, пас навесом у него не очень хороший. То есть, чтобы это был универсальный, офф-он по позиции, да, по стилю креативный плеймейкер. В дриблу может, пасом обладает, и забить может, и забегать будет, потому что есть умение атаковать. И 4 очка у меня остается, наверное, я бы вбросил его в выносливость, в силу удара и в скорость. Вот так вот бы поднял. Получилось бы у меня 4 восьмерочки и шестерочка. 95 он бы у меня получился, а не 96, но при этом, как мне кажется,
так с этими статами он смотрится посимпатичнее. Дальше стоит обратить внимание на правого защитника Челси, это Джеймс, и тут ему опять же нарисовали какой-то, ну просто конский рейтинг, на максимальной прокачке он 95, а с сыгранностью 100 будет 98. Ну, мне кажется, немножко не заслуживает он такой карты, слишком она уж, пожалуй, для него крутая. Тем не менее, нам сделали, и его можно взять за номинальные контракты. Почему-то для правого и левого защитников, как Konami, основным статом считают скорость, выносливость и, собственно, силу удара. Ну, то есть, вот если качать на автомате, постоянно задирают именно эти статы. И на общий рейтинг этот стат влияет больше всего. Почему так, я, ну, не совсем понимаю. Я считаю, что защитник должен уметь и в защиту, и пас хороший отдать. Поэтому скорость мы опускаем до 8. 85 скорости мы получаем 88 силы удара и 87 выносливости. И у нас аж 12 очков, которые можно куда-нибудь запихнуть. Удары увеличивать ему смысла я особого не вижу. Пас, в принципе, у него достаточно неплохой. Пас навесом аж 87. Дрибла неплохо, она присутствует. Она присутствует. Корпус, прыжки и игра головой. Тут, конечно, все достаточно печально. Игра головой и прыжок. Корпус, кстати, более-менее. Скорость, ускорение. Может, ускорение ему поднять? Нет, наверное, все-таки. Я бы поднимал до 8 ему пас, чтобы пас навесом у него был аж 91. И последние два стата впихнул бы в дриблу, чтобы мы получили контроль мяча, скорость дриблинга и удержания 80, 80, 81. Снова я теряю, так сказать, от автоматической прокачки 1 общего рейтинга, но при этом, смотрите, у него великолепный пас навесом, у него хорошая дрибла, у него вполне нормальные вменяемые скорости ускорения, в защиту кое-что могет, поэтому... Я считаю, что такая прокачка для него будет поинтереснее. Дальше Микеле у нас есть. Тоже опять какую-то ему бешеную карточку нарисовали, а многие просто почухают голову и спросят, а кто это вообще такой? Ладно, 96 на максимальной прокачке, тоже 99, судя по всему, будет иметь с сыгранностью. Все у него статы, как видите, практически в зеленой зоне. И, в принципе, раскидан он достаточно неплохо. Корпус поднимать ему бессмысленно, защиту, конечно, ему тоже поднимать бессмысленно. Он скорее даже больше левый нападающий, мне кажется, чем левый полузащитник. Но я бы, наверное, все-таки опустил до 8 скорость, силу удара и выносливость, вот, а добавил бы в пас, чтобы он мог отдавать хорошие передачи с фланга. Кстати, у него тут еще 4 в удары, в реализацию. А нужна ли она ему? Мне кажется, что не особо она ему нужна. Вот, так, если сделать 10 статов. 10 статов можно раскидать, а там уже по 3 у нас все. Дороговато, если честно. Ну, ладно, вот так вот в пас. И немножечко дриблу я бы улучшил. Один стат у меня остается, но здесь либо в корпус, либо в удары, либо, собственно, в защиту. Давайте ему все-таки немножечко поднимем удары, они у него кое-какие есть. 96 он у меня остался, как и при автоматической прокачке, но при этом я ему немножечко все-таки вытащил пас и вытащил дриблу. Мне кажется, так он будет более сбалансированный. Ну и последний, пожалуй, персонаж, который стоит внимания в этом паке, это Вератти. Конечно же, я его брал себе под состав ПСЖ, он у меня собран. 94 имеет на максимальной прокачке, значит, и вот так вот разбросаны статы. Очень много вброшено в пас, аж 9, и при этом пас у него космический. Конечно, здесь 8 оставляем, не тратимся. Дриблинг 8 тоже вброшено, но дриблинг у него при этом прекрасный. И один стат вброшен в удары, сразу тоже это убираем, это нахрен ему не надо. Немножко вброшено в защиту, немножечко вброшено в скорость и выносливость. Для центрального полузащитника, конечно, выносливость это важный показатель, здесь я убирать ничего не буду. 4 стата, которые у нас остается, ну, загонять их в прыжок, устойчивость и игру головой, я считаю, что смысла особо не имеет, они у него поганые, это ничего не вырулит. Поэтому я бы ему все-таки немножечко поднимал бы баланс тела, ускорение и умение атаковать, чтобы он чуть-чуть помогал в атаке. Вот такая прокачка у меня бы получилась на Вератте, и мне кажется, вполне себе в таком виде он на центральном полузащитнике будет показывать себя хорошо. Великолепнейший пас, великолепнейшая дрибла, отличный баланс, бегать более-менее кое-как будет, да, и в защите поможет, если что. В общем, вот такие игроки мне интересны, по крайней мере, из этого пака, и я их буду забирать за номинальные контракты, ну и вот такую прокачку я для них буду делать. Пиши, брал ли ты уже кого-то из этого пака, может быть, уже даже наиграл, можешь высказать свое мнение о игроке, я это с удовольствием почитаю, да я думаю, и для других ребят это будет полезно, так сказать, из первых уст услышать мнение об игроке. Ну и можешь написать мнение по поводу моей прокачки, я тоже не обижусь. На этом, ребят, прощаюсь, надеюсь, видео было вам полезно, с вами был Морж. До новых встреч. Пока.